Если вы нажали на это видео, то, наверное, хотите увидеть эти открытия. Так что давайте начнем. Давайте начнем с чего-то необычного. Это археологический памятник Кильяри-Миок, недалеко от перуанского города Куско. Он также находится недалеко от всемирно известного туристического направления Мачу-Пикчу, поэтому его часто упускают из виду посетители. Это досадно, потому что здесь есть нечто замечательное и необъяснимое. Это набор странных форм, вырезанных в скале. Снова они были сделаны с использованием инструментов или методов, которые не оставляли следов или опознавательных знаков на камне, будто кто-то вдавил свою руку в скалу и сформировал ее с такой же легкостью и заботой, как если бы это был кусок глины. Назначение форм неизвестно, но существует предположение, что они могут быть каким-то солнечным или лунным календарем. Это может объяснить его название. Если мы проанализируем это, Квила означает «луна», Руми означает «камень», а Йок означает «тот, кто имеет» или «владение». Это представляет собой камень, который имеет луну. На самом камне нет изображений луны, поэтому кажется вероятным, что камень использовался для отслеживания движений луны. Открытие храма Карума произошло в середине густого и тихого леса, где никто не мог представить, что может существовать такая большая и древняя структура. Каменная пирамида появилась, покрытая растениями, мхом и корнями, показывая, что природа сосуществовала с этим местом на протяжении многих веков. Находка произошла в Лаосе, стране, где эта структура никогда не была официально зарегистрирована. Храм имеет длинную центральную лестницу, стены, отмеченные временем, и две большие каменные колонны у входа, заполненные простыми и загадочными символами. Эти знаки указывают на то, что это место имело большое значение для древнего народа, который строил все с большой заботой и смыслом. Темный вход пробуждает страх и любопытство, создавая впечатление, что это место хранит много историй. Старожилы региона говорят, что храм считался точкой соединения между небом и землей. По легендам, там проходили важные собрания и ритуалы, связанные с природой и балансом жизни. Нет упоминаний о сокровищах или богатстве, только о почтении и мудрости. Со временем исследователи поняли, что храм Карума передает сильное чувство покоя и глубокую тишину. Сегодня это рассматривается как напоминание о том, что многие тайны прошлого все еще скрыты по всему миру и ждут своего открытия. Никто не знает, кто жил здесь до инков, но кем бы они ни были, у них были невероятные навыки каменной кладки. Их монументы показывают, что они могли резать и придавать форму андийскому камню, не оставляя следов инструментов на скале. Они также могли делать идеальные круглые отверстия в камне без использования трубчатых сверл. Это не должно быть возможным, и мы не знаем, как они достигли такого успеха. Огромные мегалитические блоки, составляющие стены инков в Ольянтай-Тамбо, не были созданы инками. Они были переработаны из руин храма Солнца, построенного неизвестными руками много веков назад. Насколько нам известно, люди того времени не имели металлических инструментов и даже не знали, как делать металл. Тем не менее, их техники были достаточно продвинуты, чтобы резать гранит, как если бы он был маслом. Это не имеет смысла в контексте нашего устоявшегося знания, и, следовательно, наше устоявшееся знание должно быть неверным. Тиуанака в Боливии – это археологический памятник с мировой известностью, но он также неполный. Многое из этого места находится в руинах, и десятилетия тестов, анализа и визитов невольно повредили или уничтожили исторический контекст и доказательства. Это трагедия, потому что если мы хотим разгадать секреты инков, это место, где мы это сделаем. В конце концов, Тиуанака – это место, где, по их мнению, был создан остальной мир. Урон настолько велик, что ни один из оставшихся 150 блоков Пума-Пунку не сохранился в своем первоначальном состоянии. Но современная технология может это исправить. Группа исследователей из Калифорнийского университета в Беркли, США, в настоящее время сканирует объект и использует собранные данные для создания трехмерных моделей всей территории. Благодаря этому они могут виртуально вернуть камни на их изначальные места и заполнить пробелы зданиями, которых больше нет. Таким образом, они могут увидеть место таким, каким оно было 1500 лет назад или более. Затем они могут распечатать трехмерные модели воссозданных мест, позволяя археологам исследовать их руками и глазами, избегая дальнейшего повреждения настоящих камней. С помощью этого метода технология настоящего может привести нас к секретам технологий прошлого. Эти древние народы были столь же талантливы в астрономии, как и в строительстве. Проблема каменных монолитов заключается в том, что люди считают их обычными. Они стоят на одном месте так долго и выглядят так обыденно, что становятся частью ландшафта, и люди перестают задаваться вопросом, кто их там поставил и зачем.
Здесь находится каменный монолит на хребте под названием Гардемс Эдж в национальном парке Пик-Дистрикт в Англии. Он здесь как минимум 4000 лет, но не появился здесь сам по себе. Возможно, он даже не приобрел свою характерную форму самостоятельно. Монолит имеет неопределенно треугольную форму с плоской стороной, которая могла служить практической цели. Он наклонен к географическому югу и выровнен по точной высоте Солнца на летнее солнцестояние. На основе этого исследование монолита, проведенное в 2012 году, заключило, что он был установлен здесь неолитическими народами как астрономический маркер. У основания артефакта, который высотой 2,4 метра, есть поддерживающие камни, чтобы предотвратить его соскальзывание или падение. Плоская сторона камня оставалась в тени всю зиму, но освещалась летом. Это не совсем календарь, а скорее способ отслеживать смену сезонов и ход времени. Медицина и хирургия – это научные области, которые постоянно развиваются. То, что сегодня считается передовым, несомненно, будет считаться примитивным через 200 лет. Тем не менее, существуют некоторые виды операций, которые мы бы считали слишком опасными и сложными для наших предков. Операция на мозге, вероятно, самый очевидный пример. Поэтому вас может удивить, что люди проводили элементарные операции на голове, черепе и мозге в Северной Африке 7000 лет назад. Доказательства практики были обнаружены в феврале 2019 года в Амара-Уэст в Судане, когда археологи нашли человеческий череп с дырой, просверленной в затылке. Это процесс, называемый трепанацией, который направлен на снижение давления на мозг. Это кажется варварским, но может быть удивительно эффективным. Другое удивительное обстоятельство, касающееся этого черепа, заключается в том, что он принадлежал человеку, которому было примерно 65 лет на момент смерти. Чрезвычайно долгий срок жизни для человека той эпохи. Был ли он типичным представителем своих людей? Жил ли он среди группы, которая пережила всех своих соседей благодаря сравнительно продвинутым медицинским знаниям? Нам нужно узнать больше. Без современной технологии кажется немыслимым, что кто-то мог создать Сауай-монолит в Перу. На поверхности монолита более 200 отдельных гравировок, и большинство археологов и историков не могут их объяснить. Многие путешествовали к этому месту, чтобы увидеть артефакт своими глазами, но все вернулись домой с разочарованием. Они даже не знают наверняка, когда был вырезан монолит, хотя вероятно, что это произошло в период между 15 и 16 веками. Это делает его инкским реликтом. Но что под этим подразумевали инки? Оно покрыто изображениями животных, но также линиями и кривыми, которые некоторые интерпретировали как каналы или дороги. Здесь даже, кажется, есть жилища то тут, то там, наряду с храмами. Существует столько подробностей, что некоторые альтернативные историки считают, что Сауай-монолит является топографической моделью окружающей местности, использовавшейся инками для проверки жизнеспособности искусственных каналов. Они наливали воду на монолит, наблюдали, как ведет себя вода, и затем воспроизводили это на окружающей земле, если им нравилось, что они видели. Если эта теория верна, то это градостроительство и ирригация 15 века в почти невообразимом масштабе. Не все древние сооружения были предназначены для наблюдения за небом, но некоторые, такие как обсерватория Кокина в Северной Македонии, были явно спроектированы с этой целью. Несмотря на возраст в 3800 лет, эпоху, которую мы связываем с суевериями и страхом, обсерватория содержит метки, которые до сих пор можно использовать для наблюдения за движением Солнца и Луны на небе. На основе этих данных можно было бы создать лунный календарь. Именно для этого, как мы полагаем, была построена обсерватория. Когда структуры бронзового века были обнаружены в 2001 году, археологи сначала подумали, что нашли руины поселения. Только изучив расположение каменных групп и проследив их вдоль склонов горы, они осознали, что весь объект на самом деле является большой и древней мегалитической установкой для наблюдения за звездами. В центре площадки находятся две платформы высотой 19 метров, с которых один или несколько человек могут осматривать все камни и делать наблюдения. Здесь даже есть 4 каменных трона, что предполагает, что, возможно, правители этого общества приходили наблюдать за работой своих астрономов. Нам часто говорят, что люди, жившие 3800 лет назад, были не более чем варварами, но это явно не так. Каменные круги Одры в Польше могут выглядеть не так впечатляюще, как гораздо более знаменитый Стоунхендж в Англии, но они, безусловно, более загадочны. Это не только потому, что они скрыты в густом лесу, полном мифов о магии и колдовстве. Они датируются первым веком, что помещает их в Железный век и предполагает, что они могли быть делом рук готов.
На месте находятся 12 каменных кругов, в центре каждого из которых находится стела. Между кругами захоронены от 6 до 900 человек в курганах. Расположение камней вызывает любопытство. Они не выровнены по звездам и не указывают в каком-либо значимом направлении. Их нельзя использовать для обозначения солнцестояний или равноденствий. Другими словами, они не соответствуют целям, которые мы обычно ожидаем видеть в древних каменных кругах. Однако может быть надежда на горизонте для решения этой загадки. Недавние спутниковые исследования и исследования с использованием проникающего в грунт радара в этом районе выявили присутствие еще большего количества кругов, перекрывающихся с существующими, но они не видны невооруженным глазом. Возможно, реконструкция всего участка является ключом к пониманию. У каждого из нас есть устройство, которое работает дольше, чем мы ожидали. Это может быть игровая консоль, телефон, возможно, ноутбук или что-то простое, как часы. Независимо от того, как долго они работают, они даже близко не стоят к ветряным мельницам в Наштафане, Иран. Они работают непрерывно более 1000 лет и до сих пор мелют муку. Рискуя показаться банальным, это самые старые действующие ветряные мельницы в мире. Однако они не очень похожи на ветряные мельницы, и это потому, что они происходят из времени до изобретения обычной конструкции ветряной мельницы. Здесь нет парусов. Вместо этого на стенах закреплены лопасти из дерева и тростника. Там они подвергаются ударам сильных ветров, которые постоянно дуют через Нештефан. Ветер крутит лопасти, лопасти приводят в движение старые жернова, и получается мука. Точные секреты работы мельницы никогда не записывались, а передавались устно по линии наследования от отца к сыну. Здесь в 2021 году у нынешнего оператора мельницы нет сына, и будущее этой древней мельницы неопределенно. Ни одна древняя цивилизация не была изучена больше, чем египтяне. И все же до сих пор есть новые вещи, которые можно открыть об этом могущественном народе и их империи. Мы все еще не полностью понимаем некоторые вещи, которые мы уже обнаружили, такие как храм Ком-Омба. Недавно под храмом были найдены мумифицированные останки нескольких сотен крокодилов, что, наконец, объяснило некоторые надписи на стенах. Необычно для Египта периода Птолемеев храм разделен на две части. Есть 2 зала, 2 двора, 2 святилища и даже 2 входа. Половина храма посвящена поклонению Сабеку, а другая половина – Хору. В половине храма, посвященной Сабеку, стены покрыты изображениями крокодилов, но никто не смог выяснить, почему. Из-за этих изображений храм получил прозвище «Дом крокодилов». Но до того, как были найдены останки крокодила, большинство историков считали, что произведение искусства просто причудливо и необъяснимо. Что остается необъяснимым, так это гравировки медицинских и хирургических инструментов на стенах храма, которые считаются самыми старыми в мире. Были ли здесь 2 отдельных жреца? Один посвящен медицине, а другой – крокодилам. Если да, то что у них было общего? Мы считаем, что в этом видео мы не уделили достаточно внимания чудесам древнегреческой техники, поэтому давайте что-то с этим сделаем. Если вы хотите узнать больше об изобретательности греков и инновациях греческого мира, посетите музей древнегреческой технологии Коцана в Каракола, Греция. Там собраны все технические чудеса древнегреческого мира в одном месте. Здесь вы узнаете, как первый в мире робот подавал вино людям более 2000 лет назад, и как этот робот считался не более чем развлечением на вечеринках. Узнайте, как Архимед находил время для создания невероятных изобретений и разрабатывал головоломки исключительно для своего удовольствия. Знали ли вы, например, что сложные шестерни механизма Антикитера, часто называемого первым аналоговым компьютером, были разработаны в Греции? Музей утверждает, что технологии, использованные древними греками, заложили основы для технологий, которые мы используем сегодня, гораздо больше, чем технологии римлян, египтян, китайцев, инков или кого-либо еще. Мы покинули Египет совсем недавно, но давайте вернемся туда, чтобы взглянуть на уникальные печи для яиц этой страны. Египетский метод инкубации яиц был совершен 2000 лет назад и с тех пор не изменился. Дизайн может выглядеть просто, но египетская печь среднего размера может вместить до 4000 яиц одновременно. Это много кур. По сути, это чуть больше, чем глиняные печи, но они точно спроектированы для создания и поддержания определенного уровня тепла, не превышая его. Никто, кроме тех, кто владеет инкубаторами для яиц, не знает, как это сделать. Птицеводы в Европе 2000 лет назад мечтали бы иметь такую технологию, но в то время они не были даже близки к этому. В сельской местности Египта эти печи до сих пор используются, и секреты их конструкции все еще тщательно охраняются.
Спросите кого-нибудь, как они построили свое, и человек улыбнется вам и покачает головой, прежде чем отступить в свою комнату отдыха где-то глубоко внутри комплекса духовки. Вот так эти вещи и хранятся. Когда вы покинете музей, вы даже можете согласиться с этой точкой зрения. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик уведомлений и наслаждайтесь просмотром новых видео на моем канале. Спасибо за просмотр и до скорой встречи!